Неугомонное черное бестие, скромные размеры которой совершенно не сочетаются с невероятной находчивостью и поразительным бесстрашием, поэтому опасаться стоит даже превосходящим в размерах соседям. О более крупным хищникам стоит подумать дважды, прежде чем выбирать этого зверька в качестве добычи. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – Норка. Норка – типичный представитель семейства куньих, внешне напоминающий родственных куницу и хорька. При длине тела чуть более 30 см обычно вес зверька не превышает и килограмма, хотя самцы заметно тяжелее самок. В былые времена на соответствующих континентах обитали европейская и американская норки, но с завозом последней в Европу она, обладая чуть более внушительными размерами, почти полностью вытеснила европейскую родственницу. Главной отличительной особенностью норки является тесное соседство с водой. Чаще животные селятся по берегам небольших рек, где, словно заводные, регулярно исследуют свою небольшую территорию, тянущуюся вдоль береговой линии, ведь именно здесь можно поживиться лягушками, ракообразными и, конечно же, грызунами. Кроме того, норка – превосходный пловец и ныряльщик, поэтому она имеет все шансы угнаться даже за проворной рыбой, которая занимает весомое место в рационе питания. Несмотря на малые размеры, из-за быстрого обмена веществ норка отличается отменным аппетитом, поэтому крупные мишени всегда в приоритете. В мастерстве плавания особое значение играют небольшие перепонки на лапах, помогающие развивать внушительную скорость и опускаться на дно, где зверек может провести до 3 минут. Обитая в прибрежной зоне, трудно не столкнуться с многочисленными представителями пресмыкающихся, ведь жизнь многих рептилий тесно связана с водой. Например, уж часто охотится на лягушек и даже рыб, составляя тем самым конкуренцию норке. Разумеется, зверек не переваривает подобных соседей, и единственным возможным решением становится схватка, хотя у лишенной яда змеи вряд ли есть шансы, поэтому она пытается покинуть общество хищника всеми силами. Но мертвая хватка и маленькие, но острые зубы становятся решающими в битве, поэтому попытки бегства не приносят желаемого эффекта. Обладая невероятной для своих размеров силой, помноженной на упорство, норка рано или поздно извлекает змею из укрытия. И нет ничего лучше конкурента, который оказывается съедобным. Иногда размеры змей действительно впечатляют. На фоне маленького хищника этот уж выглядит настоящим гигантом. Тем не менее, он изо всех сил стремится скрыться в воде, но яростного зверька уже не остановить. Поэтому обреченная рептилия сознанием дела утаскивается подальше от спасительного водоема. Расправляясь со змеями, зверек не только утоляет голод, но и обеспечивает защиту потомства, ведь крошечные детеныши в отсутствие матери также могут стать легкой добычей. Как и большинство из семейства куньих, норка не терпит на своих владениях даже родственников. И если превосходящую в размерах куницу она предпочитает избегать, то эта крохотная длиннохвостая ласка должна использовать всю свою ловкость, чтобы избежать попадания в пасть черной бестии. К счастью, скромные размеры имеют и свои преимущества, и поймать столь юркого зверька невероятно сложно. Поэтому после серии неудачных попыток норка решает оставить маленького конкурента в покое. Обитающие в той же среде ондатры также постоянно подвергаются нападениям, но взрослые особи превосходно плавают, и догнать их даже опытной норке совсем непросто. К тому же эти грызуны обладают впечатляющими размерами и скверным нравом, поэтому в крайнем случае они также могут дать сдачи. А с учетом того, что острые зубы грызунов растут всю жизнь, укус водяной крысы становится невероятно болезненным. В итоге чаще жертвами норки становятся детеныши, которые еще не в силах убежать от проворного охотника. Но при должном умении норки страдают и взрослые особи, ведь опытный зверек быстро находит уязвимое место, и рано или поздно поверженный противник уносится подальше от посторонних глаз. Находчивость – один из ключевых навыков норки.
Столкнувшись с защищенным тяжелым панцирем крабом, хищница не собирается сдаваться, и никакие попытки отправиться на глубину уже не помогут. Норка быстро понимает, что даже у, казалось бы, неуязвимой цели есть слабые места. И, используя грубую силу и упорство, она лишает жертву главного оружия, которое и становится долгожданным лакомством. В целом, бесстрашие норки не поддается сомнению, ведь даже при встрече с куда более опасными хищниками вместо бегства она всегда готова дать отпор, что может ввести противника в заблуждение. И подобная тактика часто имеет успех, ведь койот явно не ожидал от маленького беглеца такой наглости. Тем не менее, за счет скромных размеров и невысокой скорости зверек часто привлекает внимание хищников, и эта рысь явно надеялась на быструю охоту. Но в экстренной ситуации поведение норки меняется до неузнаваемости. Однако кошку не просто обмануть. Опешив от подобной наглости, она продолжила атаку. Острые зубы способны мгновенно покончить с такой добычей, но удивительная гибкость и изворотливость раз за разом спасают норку, ведь в такой ситуации схватиться за горло почти невозможно. Наконец на помощь приходят пахучие железы, которые отбивают у рыси последнее желание нападать. Конечно, запах не такой эффективный, как у скунса, но вместе с яростной защитой это оказывает решающий эффект. Норки – типичные одиночки, которые образуют пары лишь на короткий срок в брачный сезон. Потомство появляется на свет в норе, при этом масса детенышей не превышает 6 грамм. Пройдет целый месяц, пока у малышей появится слух и откроются глаза, после чего матери придется постоянно охотиться, ведь молока уже не хватит, чтобы прокормить большое семейство. Совсем скоро малыши начинают покидать убежище, но они до сих пор не умеют плавать. Лишь к 2,5 месяцам подростки начинают осваивать подводную охоту, а уже к осени каждый из них станет полностью самостоятельным. Зимой норки не впадают в спячку. Как и родственные выдры, они хорошо приспособлены к холодным условиям и вполне успешно осваивают подледную рыбалку. Главное – унести добычу в убежище, ведь в снежную пору голодные соседи могут стать особенно наглыми, а такие как ястреб-тетеревятник и вовсе рассматривают норку в качестве добычи. В целом, высокая плодовитость, приспособленность к водной среде и поразительная находчивость делают норку вполне успешным звеном в экосистеме, но из-за вмешательства человека европейский вид находится под угрозой исчезновения. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!